Просто рад, да, что в общество вышел. Турихан, как настроение? Смотри. Вот так делай пальчик. В 5 лет мы его отдали в бассейн, потому что его было вообще не поймать. Он был очень двигательный, все время убегал. И единственное, что можно было, бассейн, там же не убежишь. И вот Мы все искали повод, в смысле место, откуда они не чтобы он не убежал, да. И вот бассейн это было место, где он не убежит. И с тех пор он начал вот плаванием заниматься. И мы заметили, что в бассейне он кайфует, что ему классно, что он себя там чувствует как рыба в воде. Даже поведение его в бассейне отличалось от его поведения на суше. Он был более адекватным там. Все убрал. Потом ему понравилось. Ну, в принципе, велосипед это тоже было местом, где вот он убегает, он думает, ну попробуй ты убежать на велосипеде. На велосипеде он не мог вообще ездить. И мы, в принципе, Турихана отдали на велосипед просто как. Ну, мы ему купим велосипед и будем все вместе кататься, хотя я сама плохо катаюсь. И мы начали пробовать, и вот это вот интересно пошло, потому что я нашему тренеру Хайрату сказала, да, ты сейчас от них откажешься, как и все, в принципе. У нас такой был вопрос на спор, наверное. Типа, сколько еще осталось тренировок, чтобы ты отказался? И, в принципе, была фантастика, что он смог, а потом ему начало нравиться. Так как у нас командный вид спорта, еще групповые тренировки, нам иногда некоторых детей приходится даже останавливать, тормозить, чтобы они не гнали, чтобы тренировать в группе. Вот основное отличие: у наших детей глаза горят, прям они даже за один день родители говорят, что они вещи собирают сами за день до тренировки. Даже в дни, когда нет тренировок, они одеваются на тренировку, родители останавливают их. Растяжка. Растяжка после вела. Сначала проедем тренировку, потом растяжка. Таир, вода есть у тебя? Таир. А прозрачная есть? Привет, скажи. Привет. Вода. Доброе утро. Доброе утро. Идеально было. Можно проехать, да? А вы уже все назад поехали? Все, в одного. Алдияр, хорошо встречка ашып кетіп жатыр. Один жанмен бірге тұру, бір-бірінен былай кетіп жатыр екеуі. Біресе алға, біресе артқа. Ахмет, ближе. Аир, ближе. Эти дети только пришли, мы их только посадили впервые на шоссейные велосипеды. Некоторые из них не могли 200 метров образно проехать просто ровно на шоссейном велосипеде. А на сегодняшний день они свободно катают на шоссерах, в контактных педалях, даже участвовали на соревнованиях. И вот среди детей есть даже чувство соперничества появилось, потому что с каждым стартом они уже понимают, что такое соревнование, что такое выигрывать. Где ты аккуратно едешь? И вот приятно видеть результат проделанной работы. Всего за 1 год вышли на такой уровень. Иди, Адам всех. В одного. Одного. Обгоняй, оп. 17, 19.
Там остановишься, ждешь. Вы снимаете. Правила спорта. С аутизмом столкнулись. Ну, в первую очередь, это когда пришел Дастан. Тогда еще у меня самого ребенка не было. Мы только в ожидании были, что 17-й год, супруга в положении. И, ну, я даже не задумывался об этом. И когда у нас все это прошло, и пришел Дастан, я говорю, я даже не знаю, да никого не было. Ты же в интернете читаешь, ну, никто не занимается велоспортом, ну, детей с аутистом. Все, и на своих там, говорю, давай Дастан так, давай, потом смотрю, он уже более-менее понимает, нормально понимает. Там. Сначала с ним на велике ездил, он за мной катался, потом потихоньку так. И начало получаться и самому, и он уже на трек заехал, на трек и велик пересел. Да, кажется, на велосипеде. Ладно, это потом расскажу. Хорошо? Ага, потом расскажу. Давай я расскажу чуть другое. И вот они как раз набирали команду 10-леток и попросилась туда. Объяснила, правда, что у него аутизм, но Достанчик, он вообще такой очень контактный и доброжелательный. В общем, поведенческих таких вопросов не было. Тем более он плавал, немного такую вот спортивную дисциплину знает. Но нам сказали, нет, таких вот мы не берем детей. Вот. И прям, ну не знаю, я сильно расстроилась, конечно. И вот как-то, ну не знаю, и когда пришел, я еще с Достаном пришла, а он хотел попробовать, ну, видит трек, люди катаются там. И я говорю, ну дайте ему попробовать хотя бы, ну пусть он попробует, поездит на велике. Они такие, ой, нет, все, в общем, плавайте, идите плавайте. Мне сказали, что есть парень один, тренер, он тренирует взрослых людей. И вот у него есть группа для взрослых. И если, говорит, он вас возьмет под свою ответственность, то идите. А если это, то нет. Так сначала катались, потом предложили там раз в 4 года соревнования, мы его подготовили туда. Все, и он там туда поехал. 4 серебра взял. Талантливый, да? Да. Почему талант? Ну, то, что не боится, и в целом не боится, наверное, работы как таковой, потому что один из самых, наверное, легких видов спорта, где у нас все равно нагрузки минимум 1,5-2 часа идет тренировка. Если честно, я даже не знала, что вот ребята с интеллектуальными нарушениями, да, что у них вообще какие-то игры проводятся. А когда мы во Францию приехали, ну, это глобальные игры же, это 80 стран было, это больше 1000 участников и разные виды спорта. И вот Дастан был заявлен в 2 номинациях, кстати. Он плавал на короткие дистанции и вот на треке у него было. И вот когда на треке он выступал, ну там получается, он получил свои первые серебряные 3 медали. И то, что удивило, что другие, например, международные, Франция, там 30 спортсменов, Австралия, 30 спортсменов привезли по разным видам спорта. Только на велик 20 спортсменов привезли. И когда смотришь, и у нас один спортсмен, там он маленький боксер, а тут целые команды приходят, и все. И всех у них это есть. И всех у них есть инклюзия, там легкоумственная отсталость, там раз, там, аутизм тяжелый. И тогда вы подумали, что нужно больше, да?
а почему нет? Думаю, для детей же потом. Например, сюда приехали, есть даже центры, от которых дети отказываются, родители, с 3 лет. Я съездил в этот центр, посмотрел, говорю, а после 18, говорю, что лет? Ну, допустим, индивидуальное обучение, там, родители и так от них уже отказались, они никому не нужны. После 18 куда пойдем? Он говорит, Акколь есть, 60 км. Они там доживают, ходят в лесу, бродят, умирают, у них там свой морг. Не, а Коля это же интернат, это просто интернат. Там взрослые разные, там и психиатрические, и просто отказники, это как дом престарелых. Но они там живут и потом умирают, да. Но это немножко грустная история, я так не хочу. Я хочу, чтобы у моего сына была семья, жена. Я для себя ставлю задачу, что я сейчас буду копить деньги, чтобы завтра у него были средства, чтобы жить. Хотя у нас сейчас Амир больше всех зарабатывает. У него есть и пенсия, и стипендия, и зарплата, как спортсмена. Так что я надеюсь... А вот я хочу у нас Турихан, он этот любитель кухни. Я-то как думаю, Турихан будет обеспечивать свою сестру. А он будет зарабатывать. Да, все нормально, сынок. Я ничего плохого не говорю, все хорошее рассказываю. И он любитель вот это все по кухне заниматься, готовка. И вот я думаю, надо ему вот такое что-нибудь открыть, кофейню. Сейчас ему скоро будет 17, к 18 годам надо, чтобы ты уже работал, сынок. А ваша личная история с вашим ребенком тоже как-то связана с тем, что вы открыли центр? Ну, личная история, ну, скорее всего, да. Для будущего своего. Действительно, что охота, чтобы сын уже был там, на международных, на Олимпийских играх. Принесел медаль был. Чтобы гордились тоже так же, как своим спортсменом. Как дела? Лучок. Дай 5. Сразу стал виден свет в конце туннеля, потому что с Тамерланом все равно оказалось, что мы не знали, что делать, мы не знали, как дальше жить, что будет. То есть мы примерно понимали, что да, он пойдет в садик, коррекционный, про школу. Вот мы, кстати, в этом году пошли в 1 класс, пошли в госшколу, тоже мы сходили на комиссию, и нам сказали, вы готовы. Я сама тоже не ожидала. И сейчас понимаю, что жизнь продолжается. Когда нам поставили диагноз, этот диагноз был задержка психоречевого развития, казалось, что все, жизнь закончилась, и не было смысла, наверное, скажем так. А сейчас я не одна, что таких детей много. И благодаря даже родителям, которые приходят в нашу секцию, это такая вообще колоссальная поддержка, и ты понимаешь, что люди тоже живут с такими детками, и все возможно. Шарлан, вставай, коврик поднимай. Да, ближе. Подними. Шлем тоже подними. Шляпу подними. 14, 3, 4, 15, 6, 17, 18, 19, 21, 21. Нет, 22. Шан, ты свидание, Шан. Сколько раз? Я. Как ты выиграл? Адижан выиграл. Сколько приседать, Адижан? Сколько раз? 40 или 40. 5 минут опоздал, каждую минуту 10 приседаний. Убирай. 8, Может, у тебя потом не поместится 9, в сумку. 10. Ашан, Собирай здесь сразу сумку. Ашан делал. Ашан делал. 11, 12, 29, 28, 20. Да, с обратным просто. Да. 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20.
А Дижан потом нельзя ругаться с врачом, хорошо? Или нельзя ругаться, да? Нет, сейчас перестал, когда вы ему сказали. Он слушается. Ну да, хорошо слушается, да. А главное, чтобы была мотивация. И не Вот я ему спорит. говорил, после поворота сразу уезжай на финиш. Как выехал, так и доехал. Вот. Это ваш труд. Молодцы, ребята. Да, Что вы опаздываете? Ругаете меня? а Дижан потом. Иди сюда. Ладно, на себя все возьму из-за меня. Все же думают, что велосипед это просто... Велоспорт это кататься на велосипеде, там легко, типа, приехал, Крутишь педали. пришел, увидел, выиграл, а там на самом деле не так. Это очень сложный вид спорта, технически там. Ты в пилотоне 200 человек, а на пьедестале всего 3 места. И это еще всегда отборы, там нужно удержать свое место. Там за тобой поколение растет, кто-то наступает на пятки, уже ты должен удержать свою позицию в команде, свое место. Да, там всегда постоянно борьба, да. Мечта была вот стать профессионалом, стать чемпионом Азии, чемпионом мира. Ну, не добились. Теперь работаем с детьми, чтобы дети добились, да. Чего мы не добились? В качестве тренера ваш. Свое уже мы в спорте отъездили. Теперь только надо, чтобы дети добивались. Давай, 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 давай. Все, 2 ручками. Все, хорошо, аккуратно. Вторую ножку ставь. Вторую ножку ставь. Все, по белой линии. Давай, давай. Все, разворачивайся. Все, хорошо. Все, ножку снимай. Ножку снимай. Вот. Да, конечно, передача большая. Полегче поставь одну. Вот, все, вот это и крути. Да? Алим даже жвачка. Ну, он все уже съел, нет. Нет, уже все, Аля. А, жвачка еще? Да. Ну, темперамент у каждого ребенка разный, потому что мой такой сам по себе очень темпераментный. Он с первых дней хочет гонять, но у него руль так все время шатался. Да, сейчас смотрю, он держит руль крепко, и я понимаю, что он сам как бы уже в себе уверен. Да, все, он контролирует ситуацию, и поэтому меня это и радует. В 5 он уже начал разговаривать, то есть из 2-3 слов уже предложение начал строить. В 5, да? В 5, да. А так как бы отдельные слова и в 4 были, но такие, чисто заученные по картинкам. А чтобы именно использовал свою речь, это вот с 5 лет уже начал с пониманием использовать. Там, хочу там то-то, например. Это вот с 5. Сейчас ему 7 лет. За 2 года уже хорошо продвинулся. Ну, здорово. В школу, на следующую школу, да? В школу мы в этом году идем. А, в этом году? Да, мы уже документы подали. В какую? Ну, что? Идем в школу. Мы 96-ю идем в школу. Это государственная? Да, общеобразовательная государственная школа. Нет, с тьютором. Нет, ноги, вот. Теперь. Понял? Когда бьешь, голова кидаешь, давай. Вот, все, а тут обратно бьешь. Обычно они, как любой школьник, имеют право на образование, приходят в школу, и если по МПК дает справку, что ему нужен педагог-ассистент. Это тьютор, да? Это тьютор, да. Если ему нужен педагог-ассистент, то школа обязана предоставить. И если есть КПИ, кабинет поддержки и инклюзии, это вот мы называем его ресурсный,
то можно его зачислить туда. Но в ППИ идут не все, потому что здесь в основном детки с поведением. У кого есть над чем работать в плане поведения, вот их берут. И у каждого школьника есть тьютер, да, получается? Вот 3 здесь школьника сейчас на данный момент, да? Да, на каждого школьника, но есть, когда ПМПК не прописывают, есть просто индивидуальные программы без сопровождения. Когда Он ученик... также может обычно приходить, обычно. Да, у нас есть дети, которые приходили вначале, были с сопровождением, а потом уже поняли, что необходимости в тьюторе нет, поэтому пошли дальше в свободное плавание сами. Это здорово, потому что главная цель тьютора — стать ребенку ненужным, чтобы он мог справляться сам. И потом потянулся, да? Да. Напиши имя. Как будто бы, если ребенок в школу пойдет, как будто все проблемы решатся. Ну вот такое было. И потом уже какой-то момент, когда они в школу не пошли, ну, мы уже и сами ушли на домашнее обучение. Мы просто решили, что дети должны быть счастливыми. Мы же их любим, любыми. Знаете, это же этапы принятия. Вот когда маленький ребенок, родителю кажется, сейчас я его починю. И вот школа как цель, да, что вот он пойдет в школу, и это какая-то нормальность такая, да. Вот если ребенок ходит в школу, значит, он нормальный. Да. А вот если он не ходит в школу, значит, что-то ненормально. Поэтому родитель стремится к этой нормальности, и ему кажется, да, что мы вот если ребенок... слово «школа» называем, что он будет норма. Да, что он пойдет в школу, значит, все наладится, вот все будет хорошо. И поэтому один из рубежей родитель сначала заговорит, потом после следующего этапа пойдет в школу и так дальше. Да? Но когда уже родитель понимает, что... Но это со временем приходит, это не приходит сразу. Это года на это уходит, чтобы родитель начинал потихонечку принимать особенности своего ребенка. Что, ну, даже если он пойдет в школу, он не всегда... Сейчас-то и работает инклюзия, в школу идут все. Но даже в школе он не получит условно тех знаний, которые обычный ребенок получает. Да? То просто он их не освоит. Что бы сказали бы родителям, которые вот сейчас смотрят наш фильм и думают, мечтают, чтобы дети пошли в 1 класс? Все возможно, конечно, это нужно. Об этом не нужно мечтать, это нужно делать. Единственное, я даже хотела бы обратить их внимание в коррекционные школы тоже, потому что зачастую, да, вот эта же модель, здесь просто один кабинет такой, да, а есть школы, где все детки такие, и я вот смотрю на наших, кто выпустился, их круг друзей — это такие же дети, как они. И не надо пугаться, бояться, что мы хотим быть как все. Вот как будто бы надо немножечко опуститься на уровень ребенка и подумать, что реально будет для него хорошо, чтобы у него была более разнообразная жизнь, более качественная. И, ну, как правило, их друзья — это такие же дети, как они. Ну, просто аутизм бывает разный. Функциональный, высокофункциональный. И вот плюс-минус, если вот уровень одинаковый, то, мне кажется, здесь мы можем обрести друзей вот в коррекционных школах. Ну, у них, вот, допустим, глаза горят, когда соревнования. Вот даже мы отборы делаем, у них уже по-другому настраиваются. То есть они уже понимают, что если они возьмут там 1 место или там 2, 3 место, уже есть понимание, то, что нужно, ну, соревновательный дух. Мы сейчас, чем раньше научим их, тем лучше будет им на соревнованиях потом. Легче адаптироваться, потому что эти дети переживают очень сильнее, чем нормотипичные. Ну вот, они-то понимают, но когда, допустим, нормотипичный, на него смотрят как-то чуть-чуть по-другому, все равно. У нас, я думаю, чуть-чуть еще менталитет не сложился. Что же говорить, тут уже не одет там, допустим, не как надо, да, образно, не как все, уже смотрят косо. Ну, люди не понимают, что они тоже часть общества. Раньше не выходили же родители. Раньше, например, мы тоже до этой работы, до тренерства не знали, что так много детей особенных. А сейчас понимаем, мы в Инстаграме, и мы работаем сами с такими детьми.
И сейчас занимаются везде, но условия делаются сейчас. А раньше там на велосипед не водили, центров, кажется, тоже не было, не знаю. Вот я 2 года уже работаю, до этого я не знаю, чем такие дети занимались. Ну, так, слышал только про плавание, про логопедов такие. В Астане удобно, да, пойти? Много, да? В Астане, да, очень много. Там из других городов к нам приезжают же еще. Из отдаленных. Здесь вот Кадам знаю. Потом название не помню. Еще есть Орда-центр. Там тоже, по-моему, бесплатно. Асл Мирас. Вот, потом еще есть центры такие небольшие. Асл Мирас – это частный фонд Булата Утимуратова, создали вот эти центры. Какие-то центры они уже передали государству. И уже финансируются за счет государства, как ну, вот кабинеты коррекции, да? Кабинет коррекции. Да, МПК идет? да, по МПК, да. Это вот есть часть, но часть остались еще финансируемые фондом. То есть это, но это создавались все благодаря Утимуратова фонду, фонд Утимуратова. Вот. И, в принципе, они применяют ABA, научно доказанную, хотя мы все родители в какое-то время не любили эту, нам казалось, это какая-то дрессура, что это неправильно, что это нехорошо. Ну, мне кажется, она просто была как бы неполной на тот момент. Ну, не совсем корректная, скажем так, И потому что от наши специалистов... специалисты еще были не обучены. Не обучены, да. Ну, конечно, ты у нас самый умный, самый обученный. Если ты не скажешь... Вы пошли тоже в Асл Мирас, да? Да. Мы вот с Грузии, когда приехали, и мы пошли в школу, мы думали, будем ходить, ну там уже он такой взросленький, дети, нет, в инклюзивный кабинет. Сейчас, сынок. И там вот учителя, эти преподаватели были, вот как раз Амира, и вот они много чему научили наших. Да. Они на Амире все отработали. Отработали. Налей, говорит, до краев. Амир подопытный кролик, да? Недовольна, да, что я... А она говорит, в помещении шапку снимать, да? Все. Никто мне так шапку не убирал. Это надо было снять этот момент, это было просто бережно. Давайте дубль 2. Как она так? Это просто вообще нарочно не придумаешь. Было очень... Да. Ну, конечно, да. А то бы да не я тебе бы сняла. Вот мы в Астану, по сути дела, из-за этого переехали. У нас было, по идее, два варианта переехать в Алмату или в Астану. И мы, помнишь, да, Илюшка, составили такой список по 2 ГИСу коррекционных центров Астаны и Алматы. И вот в Астане было, во-первых, намного больше этих коррекционных центров. И это был один из решающих факторов. Ну, я смотрю, большое количество людей именно для этого переезжают в Астану, потому что в других городах таких возможностей нет. Да. Ну, сложно это вообще, я не знаю. Это таким сильным надо быть, чтобы тащить, там, зарабатывать. Ну, это очень сложно. Мы все это видим. У нас много детей, родителей, кто пашет. И вот очень сильные люди. Ну вот, к сожалению, когда-то как будто бы такое ощущение, как будто вот скоро все, запал кончится и все. Сил тоже не всегда хватает уже. They are more father, mother, sister, brother and me. Ну, обычно в школе там постоянно подстраиваться надо по учителю занятия, а больше времени у него уделяет спорт. И нас не отпускают. Желательно, говорит, чтобы Арлан побольше сидел. А он неусидчивый. Он может выйти и уйти. Это из-за способности аутизма? Да, у него такой аутизм. Он может взять, уйти и погулять там, поговорить с кем-нибудь. Может даже директор зайти, может завуч зайти. У него нет такого комплекса, что нельзя. Ему все можно. Ему может красивые комплименты сказать.
любое время. Шкафы открыть, вот. Ему говорит, нельзя, он не понимает, почему нельзя. Если есть, надо делать. Раньше я ходил в школу, и я там учился, и мне толки получали, потому что в школе мне неинтересно было. Я узнал, что спорт самый лучший, у меня это только спорт. Ну, а что-то боялся же на улице ехать. Скоро тоже. Видишь, все хотят тебя догнать. Да, но они не могут. Ну да. Молодец, да? Классно, да? Да, он заговорил у меня в 8 лет. Очень тяжело было. Когда он в школу пошел, он вообще не разговаривал. Долго мы пытались. Везде ходили. Ну, тяжело было. А потом как? И как один раз карантин был, он дома сидел, а я на улице. Я же техничка же здесь работаю, полы мою, мне можно. И он подходит, из окна смотрит, говорит: «Мама, быстро домой!» Я там как, в обморок упала. Говорю: «Ты заговорил?» Дочкой двое они вот так смотрят, маленькие такие. Я плачу от радости. Ну, вот так он заговорил. Все. А у них, по-моему, есть сложность чуть. Потому что она тоже говорит, типа, проблемы, вот, получается. Вот. Он хочет везде заниматься, Орлан, а мама вот финансово не тянет что-то. А у вас как получается? Бесплатно у нас все. Вот там может человек, когда у него есть все, когда есть машина, есть деньги, может сесть, да, поехать заниматься. А есть другое, когда у тебя ничего нету, вот тогда, вот когда занимаешься, вот это, да, более. У него именно так. Да. И у него лучше всех получается. И теперь нам просто вот воспитать, довести до уровня профессионального, чтобы выбиться через спорт. Что тебе нравится? Расскажи. Тебе нравится тренироваться? Да, тренироваться. Давай, звук есть. Да, есть. Пишем. А завтра не пойдем, не в спорт. Завтра суббота, завтра выходной. Да, футбол. Расскажи про свою маму. Хотя, скажи, Скажи про маму. маму. А что сказать? Хочу сказать. Ну как зовут маму, расскажи. Маму зовут Алия. Да. Я люблю маму. Что мама делает? Снимает ногами. Нет, мама что делает? Мама. Ногова. Прекрасно по треку прокатился. Но они его назвали тогда, присмеялись над ним и назвали пешеход. Как вообще происходит принятие у родителя, да? Постепенно же? Нет, не сразу. Смотрите, тоже зависит от человека, зависит от характера. Принимают все в любом случае, но
У кого-то это долго происходит, у кого-то быстро. Просто, допустим, мы уже долго не могли поставить диагноз. И я вот туда-сюда ходила, там, искала тоже эту волшебную таблетку, как ему помочь. Потом, когда диагноз поставили, уже как-то наоборот мне стало легче. Ну, теперь я знаю, что такое, что есть аутизм, что я знаю, что какую информацию искать. Мне кажется, что самое главное это вот побыстрее, не надо затягивать. Вот видите проблему у ребенка, сразу обратитесь к специалистам, сразу. Пусть поставят точный диагноз, чтобы ты уже знала, что делать, как работать. И просто потом искать информацию и заниматься много. Да, ну не все же родители сразу там принимают. Ну, видите, важна еще поддержка семьи. Меня всегда поддерживали. Кубиков 6-7, но это уже на ваше усмотрение, можно добавить как больше, так и меньше. Полк. 38. Сказать честно, я не чувствую вкуса мяса по этих бургерах. Протешу просто котлету. В принципе, за 38 Ты любишь готовить? Да. Твердая троечка. Приятного аппетита. Нахуй! Иламан сказал нам, что скоро у них будут 2 тренировки. С утра на улице, в обед на треке. Время. Потому что трек, чтобы они тоже не забывали, они же там уже привыкают на улице ездить. Еще у наших детей, вот если что-то их чему-то приучишь, да, научишь, то все, вот они точно так будут делать. Нашим тренерам им огромный вообще, не знаю, у них столько терпения, они вообще молодцы. Самое сложное это донести, получается, до детей. Тот у нас же технический вид спорта, например, вот велосипед, если для нормотипичных детей это все просто, он сел, один раз показал, он все понял, например. Переключение, торможение, повороты, все. Здесь немного дольше времени занимает. Нужно уметь правильно доносить информацию до детей. Это нужно проводить перед каждой тренировкой инструкцию, объяснять и постоянно напоминать, как переключаться, как поворачивать. В этом вот самое сложное вот то, что иногда проблемы с пониманием у многих детей. Не отставай. А когда все понимают, там уже проще, все по заданию, даешь команду, выполняют. Еще лучше, когда ребенок сам хочет заниматься. Когда ребенку нравится это. Она беседка, да? Она беседка, да, разберу. Два момента. Ну, скоро у нас отбор будет, если что. Хорошо. Ну, не знаю, еще не точно. Где-то середина, наверное, сентября. Конец середины. В это время, да? Вика, привет, как дела? Привет, нам надо. Ну, отобраться надо по-любому. Да. 35 человек успеют. Я скажу. Ендігі осы жұмада, чтобы этот, она екеуіне келгенде. Конкретно. Это у нас дети занимаются с Жолумбета, с поселка Жолумбет к нам ездят. Молодцы. Там можете рассказать про ваш? Мы с Центра оказания социально-специальных услуг от 18 и старше у нас получается. Это психоневрологическое учреждение для детей умственно отсталых. И вот они у меня занимаются разными видами спорта. Решили себя попробовать по велотреку. От нас 100 километров они сюда ездят. И мы приезжаем в неделю 2 раза. Каждую неделю. Вот. Как успехи? Ну, успехи есть у меня 3. Более-менее, да? Вроде бы. Вы в этом центре работаете? Да, я учитель физкультуры. Помните, я говорила вам? Соревнования, вот это все. На это отборочно будет. Отберут, например,
Если 3-4 человека отберут, вот все только будут ездить сюда. Я ясно выражаюсь. Вы поняли меня? Да. Рахат, ты вообще где-то летаешь? Где ты ходишь? Давай. Не летай. Давай. Пази. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А теперь в другую сторону. 12, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Они же без родителей все. Вот эти ваши дети? Да. Да, вот потому что отказники они все получаются. У кого-то есть родители, но опекунства нет у них. И они могут приезжать в гости, забирать могут их, на каникулы. На самом деле они принимают таблетки для успокоения. Если их не держать в одном тонусе, у них агрессия появляется потом, со временем. А как это проявляется? Как родители знали, их узнали? Родители они не могли знать об этом. Просто они лишенники. Я вот тоже поставил самку. А ключик где был? Ключ? Дома. Что у нас хорошая команда собралась в велоспорте, что мы собираем свои... Мы никогда не ругались насчет детей. Мы сразу конфликт останавливаем и все, знаем своих детей, и они своих знают, и мы не конфликтуем. Ругались нормотипичными людьми? Да, только нормотипичными. Они не понимают, они нас отстраняют, они оскорбляют, иногда вызывают полицию, на нас жалоб пишут. Я их понимаю, но я знаю, что они своих детей защищают. Но они тоже должны понять, что они мыслят по-другому. И они говорят, что таких детей нельзя жалеть, их на цепи держать надо, не выпускать. Так много было таких случаев. Что чемпион мира, ты хочешь быть как Дастан, как все, да? Как ты по сотке же смотришь и все время чемпион мира становится. Что, холодно? Да. О чем мечтаю? Чтобы мой сын чемпионом мира был. И благодаря своему старанию хочу, чтобы он посмотрел мир и чтобы он работал тренером для особенных ребенок. Вот мечта моя. А вот эти наши профессионалы. Мы хотим, чтобы наши дети также ездили. Чтобы уже в ближайшее время соревновались с ними даже. Да? Хотим, да, с ними даже гонки, соревнования, участвовать с ними. Нам отличными, с профессиональными. Ну, это прям профики, да? Нет, мы тоже будем скоро так ездить. Да? Да, конечно, все возможно. Сейчас младшее поколение, очень талантливое, воспитываем. Будем с ними рубиться тоже. Нам главное, чтобы нас допустили с ними, чтобы мы набрались опыта. А так, физически мы можем с ними гонять. Скоро выйдем на их уровень. Вставай. Снизу руки. У меня в семье тоже была сестра. Ее в прошлом году не стало, она была с диагнозом ДЦП. Но она не двигалась, сама ничего не делала. И мы с детства, я вырос, там за сестрой тоже ухаживали, с братишкой. И у меня, такое было в семье, и мне и не страшно было, и, и такое благое дело просто. Когда ты уже работаешь с детьми, работаешь не зря просто и живешь не зря. Но тут все равно же ты играешь роль в воспитании детей, дальше в становлении, чтобы они были в социуме. И ты не только тренер, там дальше как проводник. Алдияр, быстрей! Спокойно. А как ты коммуницируешь, когда ты видишь, что они не разговаривают, или как ты вообще? Ну, я как-то объясняю, раньше начал ребят
Поэтому, наверное, у меня какие-то... Я когда с Достаном работали, с психологом работал параллельно, его. Ага. И мы писали команды короткие, чтобы не вот так вот быстро там, что-то надо сделать, а прям вот четко, там, одним словом можно было или коротко сказать, чтобы они сразу с одного раза запоминали. Понятно. И все, получается, мы с ними отработали, я фотки распечатывал, повороты всякие, элементы, и все, и мы с ней команду прям отрабатывали. И в целом, на других детях тоже это. Че, в пик едем? Разворачиваемся. Давай, дождь сильный. Развернуться, да? Да, здесь, налево. А то, что говорят, таких детей сейчас все больше и больше, это правда? Ну вот это правда, Это да. правда, Почему не каждый могу день. ответить? Действительно много. Вот и среди знакомых, и я вижу, что действительно количество детей растет, и я не знаю почему. Причем растет одинаково много как интеллект сохранных, то есть высокофункционирующих, Да, так и сложных. сложных. И вот я не знаю, почему такая статистика. И вот это большой миф, когда говорят, что у какой-то маргинальной семьи рождается особенный ребенок, да, вот как Динарат сказал. Совершенно у нормальных семей, совершенно у обычных семей, где-то даже благополучных, рождаются такие дети. То есть здесь не нужно искать вот именно в семье какую-то причину. Это какая-то, я не знаю, генетическая поломка общечеловеческая, как будто бы. Я не знаю почему. Вакцинация. Может быть, вакцинация. В какой-то момент я действительно на вакцину думала, но я знаю, что есть люди с аутизмом, кто никогда в жизни не получал вакцину. И Нет, я не знаю. Может быть, я такое думаю, если вакцинация, это все равно, нас же тоже вакцинировали, и мы же как бы этих детей. Нас вакцинировали. Сложно. Этот вопрос такой. Тебя вакцинировали, дорогой. Короче, квест, да? Чтобы быть в социуме. Да. Иногда все бывает, что все сложилось. Мы, то есть, пришли, место есть, заказали все, что им нравится, но все равно что-то невероятное произойдет, и он может реветь там вот все время. И часто бывало, что мы просто берем все на вынос и уходим просто. Да, такие тоже. Двое детей, да, получается? Да, вот Ясику 6 лет, Ясминке 10. И второй ребенок, когда родился, были большие надежды, что он будет нормотипичным. Но, к сожалению, вот я до последнего надеялся. Но, к сожалению, оказалось так, что у обоих аутизм. А вакцина, не вакцина, верите в это? Я не верю. Да, вот верю ли я, что это вакцина? Вакцина нет. Конечно, в какой-то момент сильно форсировалась такая информация, что вакцины становятся причиной аутизма, но все равно потом приходит осознание, что есть доказательная медицина. Одно из доказательств, то, что второго ребенка мы не прививали, конкретно опыт показал, что это никак не влияет. Не для себя живут уже, для детей. И от этого тоже там тратятся, например, большие деньги, но там полностью вылечить не получается. В мире еще не придумали метод лечения, просто чтобы вылечить. Это просто чтобы поддерживать развитие, там большие деньги тратятся. Очень сложно, на самом деле. Да, и еще там такой интересный момент, что я работаю вахтовым методом, и вот там вахта моя заканчивается, я приезжаю сюда, и у меня начинается другая вахта. То есть я должен дать возможность немного передохнуть супруге. То есть утром я должен забрать детей, отвезти на занятия, помочь по дому. И эта вахта не менее сложная, чем та, возможно, даже более сложная. Вот. Да, я заметил, у нас много на вахте работает. Кто-то за границей вообще работает. Я не только в Алмате жила, я еще раньше в Кустанае жила. Тоже Кустанай, Казахстан не жила. Привет! Пытаемся провести мастер-класс, собрать букет в корзине, в коробке, да.
Здесь цель, наверное, чтобы ребята так сильно ощущали цвета, познакомились с цветами. Помимо всего прочего, какое-то социальное взаимодействие. Здравствуй, цветочек. Я зовут Янат, мне 18 лет. Так, давайте достанем эвкалипт, да? Эвкалипт понюхали все? Это называется эвкалипт, это зелень. Я сейчас... Ох, какой большой! Да. Смотрите, у кого эта игрушка, тот будет рассказывать о себе. Меня зовут Аянат, и я с Алматы. И я занимаюсь рисованием актерским и музыкой занимаюсь. В театральной студии еще хожу на тренировки на теннис. Классно, супер. Так, передаем следующему. А кто следующий? Я. Ага, а тебя как зовут? Меня зовут Даста. Ну, когда Достанчик тоже родился, я сама даже не предполагала, что он когда-то станет чемпионом мира. Ты когда узнаешь про диагноз, ну, это же вообще все меняется. Жизнь твоя полностью меняется. А как это? Дорогу осилит идущий, да? Есть же такое? Вот идешь и просто идешь и делаешь, и не опускаешь руки. И я честно скажу, и двери открываются. Главное не сломаться, и главное не потерять надежду, наверное. И все. Когда у тебя ребенок аутист, ты должен сосредотачиваться на плюсах. Занятие играл свою. Да, ты сосредотачиваешься на плюсах, и вот главный плюс — это то, что благодаря Алдиару я каждый раз знакомлюсь с прекрасными людьми. Замечательными людьми, с большими добрыми сердцами. Это тренера, это мамочки, это папочки, это вот разные коучи, там, учителя. Очень много знакомств произошло вот таких классных, прекрасных. Люди хорошие. Ни у кого нет такие медали, у меня есть. Например, у Мансора чуть-чуть мало, но это ничего страшного, это же велоспорт. Про родителей я, наверное, могу сказать, что это те люди, которые прошли через многое, да, которые сейчас, наверное, все родители проходят. Все, ставить, куда тебе хочется. Да, вы, наверное, слышали, есть много методов лечения аутизма. И мне кажется, каждый родитель с верой через все это проходил. Вот так вот. Вау, супер, классно. Примерно тут. Под углом 45 градусов. Самое главное. Супер. Одно из, наверное, основных, это да, то, что принимать, исходить не из того, какие другие дети, а из особенностей своего ребенка, заметить в нем супер классно, заметить в нем то, что у него хорошо получается, и развивать его в этом направлении. И, наверное, это ежедневный труд. Это прям ежедневный труд. Мне кажется, что все родители у нас проходили через... Процесс принятия дается очень непросто, потому что мы все думаем, что ребенок рождается, и он будет... Ну, у нас большие надежды на ребенка. И когда мы сталкиваемся с диагнозом, естественно, мы надеемся, что это со временем пройдет, выправится. Но пока мы надеемся, мы теряем время. Поэтому, наверное, я бы сказала, это не терять время, работать над пробелами и, да, продолжать любить, потому что... И, наверное, верить в ребенка классно. Пожалуйста, мама. Будем заворачивать, да, чтобы не замерзли? Да, мамочка. Ты букеты, одинаковые букеты, да? У тебя тоже какой красивый. Ой, мама, цветы. Классно. Вам понравилось? Да, мамочка. Классно. Да. Супер. В следующий раз еще будет, да, сходим, да? Да, мама. Да. Теперь можете самостоятельно собирать букетики, да?